Вот представьте, вы играете такой, а сзади, слева, справа туман. Зона-то сужается, а перед вами ваш естественный враг. Ахмед палит вас из ружья. Одним словом, вас зажали. Вы делаете все, что в ваших силах. Пытаетесь даже огрызаться ему в ответ. Но ваша магия бессильна, она не может навредить Ахмеду. Вы прячетесь за камушками, за коробочками. Вам кажется все, выхода нет. Но вдруг в Ахмеда попадает мощный заряд деградации. И он убегает. Здравствуйте, дамы и господа. Вот скажите, вы когда-нибудь задумывались, кто на самом деле скрывается за этой милой накидкой маленькой шаманки? Внешность бывает обманчива, друзья. За внешностью милой девочки скрывается озверевшая шаманка. Выросшая в лесу шаманка не дает пощады своему врагу, ведь она живет по законам джунглей. Только посмотрите, как она держит руки. Она всегда находится настороже, в своей боевой стойке, и не расслабляется ни на минуту. Этими руками она способна вырвать победу у своего противника и идти до победного конца. Все это благодаря тому, что она обладает древней силой, которая заключена в ее обереге. Хорошо присмотритесь к нему, он выполнен в виде медвежьей лапы. А это значит, что шаманке покровительствует бог Велес. Велес – бог трех миров – Прави, Яви, Нави, свободно перемещающийся между ними. Один из переводов имени Велеса, знаменитого бога славян, – Великий Властитель. Его символ – это медвежья лапа, наделенная мощнейшей энергетикой, защищающей от жизненных невзгод и вселяющей в характер уверенность, силу воли и храбрость. Он усиливает и не без того невероятные способности Ниты, возможность выпускать из рук ударную волну древней энергии. Радиус атаки ударной волны Ниты составляет 5,5 клетки, что не является рекордом по меркам вселенной Brawl Stars. Но, вне зависимости от дальности удара, Нита наносит всегда одинаковый урон, который на начальных этапах развития Ниты составляет 800 единиц, а к концу ее развития возрастает на целых 40%. Стоит учитывать, что ударная волна Ниты не настигает врага моментально. Время полета с момента выстрела до конечной цели может составлять до 45 миллисекунд. Поэтому Нита всегда знает заранее, куда будет двигаться ее жертва. Будь как Нита, стань шаманом или даже шаманкой. Нита обучилась наносить ударной волной урон сразу по нескольким целям. Все это благодаря сплошному урону древней энергии, которая способна поражать одним взмахом сразу всю банду неприятелей. Эта особенность является очень сильной стороной шаманки, которую она часто использует в местах большого скопления своих врагов, что в свою очередь быстро позволяет накопить и призвать духа. Это также помогает Нити быстро вскрывать близкостоящие ящики с бустами, не забывая этим пользоваться. Благодаря этой особенности в таких местах, как осада или захват кристаллов, здесь себя шаманка чувствует очень комфортно. Я вам не помешал? Ой, блин, как нехорошо получилось. Бля, парни, легавый на хвост присел. Что делать? Ой, сука! Сам стой. Где, блядь, деньги, говнюк? Да не брал я твои бабки. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Бля, еще этот русский рэпер палит. Ебал твою бабушку и твоего пса! Чего, блядь? Все, рокировочка, братишка. Поиграй пока с моей мишкой, а у меня тут дела. У всех легавых аллергия на русский рэп. Тебя же предупреждали, чтобы ты не пел больше свою музыку. Пора покончить с русским рэпом. Русский рэп мертв.
Небольшой факт из наблюдения за шаманкой. Нита обладает наиболее быстрой перезарядкой среди всех бойцов, благодаря чему можно не так щепетильно беречь каждый выстрел. Что может не раз тебя спасти в пылу схватки, когда исход катки решают буквально доли секунды. Давай даже сравним. Хоп, хоп, хоп и хоп. Здесь каждый из бравлеров опустошит свою обойму до нуля, и мы посмотрим, у кого она восполнится быстрее. 3, 2, 1, поехали. Так и есть, друзья, Нита действительно быстро перезаряжает свой магический удар. Кстати, напиши в комментариях, с кем бы ты еще хотел увидеть новое сравнение. Может быть, с Джесси, с Шелли, с Булом или с Поко. Самый интересный вариант попадет в новый ролик. Ох, вот и новый день, друзья. А это значит, пора снова забрать свою бесплатную награду. Сейчас опять какой-нибудь боец выпадет. Ох, знаете, друзья, как же мне надоели эти постоянно выпадающие персонажи из этих бесплатных сундуков. Вот бы мне как всем выпадало бы только бы золото. Но, видимо, я этого не достоин. Вам кажется, что сейчас Нита ничего не делает и тем самым сливает катку? Ничего подобного. Озверевшая Нита готовится напасть. Она, как прирожденная охотница, ждет своего часа. И уж поверьте, ее рука не дрогнет при встрече с добычей. Только посмотрите, какой прекрасный олень отбился от стада. Пора кушать. Шаманка, как обычно, забирает свою добычу и уходит только с победой. О нет, Нита последняя из выживших, что же делать? Сражаться! Неправильно, ничего не нужно делать. Шаманка побеждает силой мысли. Так не бывает! Ох, опять это ШД. Видимо, снова придется залезть в кусты и победить. Ну вот, опять победил, ничего не делая. Ни для кого не является секретом, но как только Нита совершает 6 хлестких ударов по своим жертвам, ее медальон озаряется ярким светом, что сигнализирует ей, что ее дух готов вступить в схватку. Только шаманы способны видеть духов и сражаться вместе с ними как единое целое. Одной из последних из рода шаманов является Нита. Символом единения Ниты и ее духа медведя Брюса является тот самый оберег в виде медвежьей лапы. Медведь Брюс чувствует свою жертву, даже если он находится за несколько километров от нее, что позволяет со 100% вероятностью отыскать местоположение подлого врага Ниты. Как только враг найден, Гризли наносит быстрые удары добычи. В зависимости от уровня развития Ниты увеличиваются и показатели Брюса. По сравнению с дефолтным уровнем, в максимальной прокачке показатели медведя возрастают на 40%. Что в свою очередь позволяет Ните использовать медведя не только в качестве атаки, но и в качестве хорошего танка для отступления. В такие моменты Нита может быстро уносить ноги куда подальше, пока Брюс отвлекает и поглощает весь урон. С помощью своего мега-медведя Нита может выкуривать свою жертву из труднодоступного места. Закинув неожиданный сюрприз своему врагу, ему ничего не остается сделать, как покинуть свой теплый насест, где его уже будет поджидать шаманка. О, Володя XXL, убей меня, пожалуйста. Вот, я уже пришел к тебе. Еще чуть-чуть, давай. Ну зачем ты спрятался в этих кустиках? Я же тебя вижу. Ты буст потерял. А зачем ты убегаешь? Давай беги за мной.
Мой враг с интеллектом помидорки. Вот, смотри. Все как ты любишь. Я уже в кустиках. Жду тебя. Ну просто добей меня. Почему ты не можешь этого сделать? Ну давай, выходи. Я просто прошу тебя меня убить. Неужели это так трудно сделать? Ох, ладно, давай я положу конец твоим страданиям, Володя. Не мучайся так больше, Володя. Пожалуйста. Но как только Нита достигает максимального единения со своим духом, для ее медведя открываются дополнительные способности на ваш выбор. Это так называемая медвежья услуга, благодаря которой шаманка восстанавливает 500 очков здоровья. Когда ее медведь наносит урон врагу, когда Нита наносит урон, ее медведь восстанавливает 500 очков здоровья. Таким образом, между Нитой и медведем образуется некая синергия. Шаманка использует это как свой плюс. Забрасывает духа в гущу схватки и присоединяется к нему, чтобы за счет ударов друг друга долго выживать. Если же Нита переключается на медведя-шатуна, то время между ударами Брюса сокращается на 60%. Благодаря чему медведь атакует значительно быстрее. По сути, медведь наносит в 2 раза больше урона. Минус этой способности в том, что пока медведь догонит своего врага, его могут просто уничтожить. Так что действительный плюс от этой пассивки может быть в ограблении, когда вы можете закинуть своего медведя к сейфу, и он будет благодаря этой пассивке наносить по нему в 2 раза быстрее урон. И если выбирать между двумя пассивками, то лучше отдать свое предпочтение именно медвежьей услуге. В большинстве событий она будет в бою смотреться куда интереснее за счет своего отхила, который так нужен в схватке. Но знаете, ни в коем случае, никогда не подпускайте Ниту к напитку. Она и без того сумасшедшая, но под его действием она просто звереет. Если хочешь также закинуться с Ньюсом и словить этот невероятный трип, то просто вступай в клуб для сексуальных игроков, вот по этому тегу. А Надюша уже проверит, насколько ты сексуален. Ну что, пенсионер, за пенсией собрался, значит, да? Ну давай провожу тебя до сберкассы. Ты вроде нормальный мужик, без всякого этого гомосячего блэта, ну ты понимаешь меня, думаю. Давай-ка попробуем, объединимся с тобой. О, спасибо тебе, значит я в тебе все-таки не ошибся, старичок. Погнали ломать лица им. Так, тут Пеппи длинный чулок бросает мне свои вонючие носки. Так, тут может быть в кустиках у нас подарочек какой-нибудь, да? Ага, кот, получи по щам. Ёлочки-палочки. Дед, ну куда ты слил свою ульту? Совсем уже от старости ослеп. Старик, отходим скорее, скорее, а то нас сейчас как ёбнет Балтика семерочка. На, получи. Мы с тобой отличная команда, дед. Так, остается еще 2 трансформера. Дед, ты бы так бы не подставлялся, уже не молодой. Нет! Как мы с ним тимились! Как он помогал мне! Пенсионер, это за что? Он же просто шел за своей пенсией.
Я отомщу за тебя, Динамаки, обещаю тебе. На, получи, будешь знать, как воровать пенсию у стариков. Друзья, мне нужно с вами поговорить. Ну, во-первых, не забывайте в комментариях предлагать своих бойцов, по которым бы вы хотели видеть новые ролики. Все комментарии я читаю и на многие отвечаю. Если будет реально классная идея, то я все сделаю. И не забывай, что если ты нажмешь на колокольчик, то этот колокольчик скажет тебе, когда у меня будет стрим. И ты сможешь вместе со мной играть в Brawl Stars. А? Как я придумал. Ну и давай там, не кряхти, не перди, да в сексуальный клуб заходи. Давай, целую.